Так, сразу и резко, я не советую брать этот товар и не могу его советовать. Они даже блогерам брак присылают, и не только мне. У меня одно ухо было вообще разобрано. У кого-то магнитная платформа была убита, но в школе я носил, как и некоторые из вас, очень крутой пенал с кнопками. Думаю, у некоторых такие же были. Так вот, эти наушники то же самое, да и вы просили, поэтому расскажу. Tube 252, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня не будет агрессивной критики. Я, как всегда, кратко расскажу вам о товаре, который покупают многие подростки, и еще купят, я в этом уверен. И в нем есть свои плюсы, хотя минусов в разы больше, да и в принципе вы прекрасно знаете мое отношение к бренду Lemfa. Раньше меня злило, что они выдают игрушки за товары, теперь меня это забавляет. Сколько бы вы отдали за уши часы в свои 12 лет? Да еще если бы они у вас работали. Я бы, наверное, много. Так, в этот раз, по-моему, слишком много полемики. И теперь 10 причин, почему не стоит покупать детско-подростковые вещи взрослым дядям и тетям, а конкретно наушники-часы Lemfa M1. Вариантов названия у этих ушей-браслетов очень много, но мы остановимся на таком названии. Первое. Упаковка. Я всегда начинаю с нее, и многие ругают меня за это, но товар ведь должен соответствовать ожиданиям, даже упаковкой. Это, конечно же, китайский Китай. Не совсем мрачный, сделан ларчик довольно безопасно, но сказать, что дойдет в целости, я не могу. Что пришло мне, вы и сами видите. Один наушник был просто развалившийся, я, конечно, потом его подклеил и открыл спор. Но радости от этого мало, и приклеил я его, конечно же, не особо аккуратно, но подклеил. Хотя такое делать, конечно же, трэш, когда за такие деньги покупаешь товар. Не за 5 ведь я рублей его на рынке покупал. Второе. Цена 2900 рублей на Алиэкспрессе при доставке из Китая, что в долларах около 45. И дешевле не найти, в основном они продают дороже. И здесь я бы сделал небольшое отвлечение. Если вы перейдете по ссылке в описании, вы сможете почитать отзывы на данный товар, которых там несколько сотен. И учитывая, что все русские блогеры раскритиковали данный товар по полной программе, довольно странно читать от реальных покупателей, что часы намного меньше, чем их ожидали увидеть. Хотя основная претензия в негативных отзывах — это брак, помимо, конечно, всего остального, о чем я расскажу дальше. Третье. Звук. Положительного даже в отзывах на товар про звук я не нашел. Глубины нет вообще, звук плоский, басов минимум, но громкость выбивает из колеи, и шумов нет, при том, что ширина сцены просто очуменная. Наверное, это от того, что я не аудиофил, и потому что у меня предпочтение наушники-вкладыши а-ля AirPods. Нет, они не так хороши, как AirPods, которые вообще не назвать эталоном по звуку, но я просто уверен, что если у вас нет музыкального образования, вы слушаете попсу, звук вам зайдет, как и мне. Но если вы слушаете рок, точно не зайдет, басов там нет. Звук там неправильный, нечеткий, как будто это параметрический график, нет плавности, как пила. Лучше описать доступным языком я не могу, резко, без намека на послевкусие. Будет возможность, обязательно оцените, интересный звук. Вначале думал, что это полный хлам, но это как наушники с костной проводимостью. Он просто сухой, как... Так, стоп, иначе подумаете, что я их советую. Уши не советую, только детям, как игрушку. И только если у вас есть лишние 3000 рублей. Четвертое. Цветов у этого продавца, на которого я дал ссылку, на выбор всего 3. Синий, черный, ядовито-красный. По факту на коробке указано, что бывают еще голубой, розовый и зеленый. Из ремешка при перетягивании руки капсула, кстати, вылетает очень бодро. Материал ремешка силикон. На детской руке, наверное, будут выглядеть дико. Пятое. Вес вместе с наушниками внутри и ремешком всего 44 грамма. Без наушников 38 грамм. Оказалось, что габариты будут подразумевать больший вес. Странное ощущение. По-любому они на аккумуляторе сэкономили. Шестое. Программа для использования фитнес-браслета AM Kang. Скачивайте по QR-коду, функции в ней вы и сами видите, как и меню браслета. В 100-й раз повторяю, измерение давления — это просто бред. Пульс он считает нормально только в покое, шаги считает более-менее. На велике шаги не считал. Плавать в нем нельзя, сон считает. Странно, что они вообще не делают обновление прошивки, так как версия 1.0 так и осталась в момент моей покупки, а покупка была месяца 2 назад. Есть умный будильник, написано, что он умный, но это маловероятно. Напоминание, поиск устройства, напоминание об отсутствии активности, в профиле, как всегда, даете данные о себе, вибра слабенькая, хотя в таком девайсе, как я считаю, спать невозможно. Но то, что вибра слабо, это странно, туда можно было моторище такое запихать, что вибрировало бы все вокруг. Седьмое. Габариты часов 33 мм на 20 мм на 62 мм. Если в сравнении с Mi Band они выглядят огромными, то рядом со Стратосами о них уже
же так не сказать. Примерно такой же объем. При том, что мне с моим куриным весом в 76 кг на 182 см роста на тонкой запястье дикими они не показались. 8. Bluetooth версии 5.0. Что наушники, что браслет подключаются к девайсам молниеносно. Но с наушниками, помимо проклейки, я намучился еще в другом моменте. Правый и левый наушник не хотели коннектиться. При том, что действия по инструкции не помогали. Методом тыка я дошел до того, что сбросить их можно, зажав их, когда они находятся в капсуле на 25 секунд. Вынуть, и потом они соединятся. Может, кому эта информация и поможет. 9. Кабель питания стандартный, нестандартный, магнитный, длинный изврат. Лемфа, мне кажется, рано или поздно меня выследит, чтобы отомстить за плохие отзывы, но бездуховно они все делают, глубоко наплевательски. Да, он хорошо магнитится, да, можно капсулу вертеть вместе с ним, но идея-то великолепна, а реализация на отлюбись. Вот я и опять завелся. В конце концов, у них все всегда разные кабеля. Сделали бы один. У них вариантов девайсов просто море. Почему не сделать один кабель под всех, я не знаю. 10. Ремешок. Штатный силиконовый ремешок. Приличный такой, с хромовым креплением за 5 копеек. Ужасно выглядит крепление. Уши, несмотря на странную конструкцию, в ушах держатся хорошо и не вылетают, но выглядят очень странно. Экран на солнце читабелен, но не особо хорошо. Под прямыми лучами ничего не увидите. Никаких свайпов, конечно же, нет. Управление, как во втором бенде, одной кнопкой. На экране время, шаги, расстояние, килокалории, пульс, давление, заряд блока и MAC-адрес. Разрешение экрана 240 на 240 точек. Довольно печальный такой экран. Батарея на 110 махов, а это вообще слезы. Обещают они автономную работу порядка недели, хотя это бред. Я в этом не то что сомневаюсь, это просто нереально. И проверять даже не собираюсь. Если юзать уши, живут они максимум 2 суток. Во всяком случае, больше 2 суток у меня они не протягивали ни разу. Резюмирую я сегодня тем, что я купил этот товар на обзор только по просьбам подписчиков. Я уже не в том возрасте, чтобы так выбрасывать деньги на ветер, но если бы у меня был племяш, я бы ему их купил, пусть играется. Я понимаю, что канал смотрят разные люди, и, конечно, если вы покупаете девайсы для себя, лучше купить 4-й Mi Band за 2000 рублей и наушники QCY на Maybach или Tisa i4, или, если вы решите рискнуть, те же Redmi, но я бы не рисковал. И за 3000 вы получите все, но вы и так это знаете. Мое дело показать вам, что это за зверь и с чем его едят. Впервые за мои обзоры я скажу, сколько бы я дал девайсу по 10-бальной шкале. Этим ушам браслету я бы дал 4 за идею. Реализовать такую идею, то в принципе хорошо. Я считаю, что это начало. Я уверен, что молодому поколению будет это интересно. Но если вы их пока не заказали, не покупайте. Вот мой вам совет. Пишите в комментариях, на что еще сделать обзор, по возможности не на товар Лемфо, или я уйду в мрачную депрессию. Подписывайтесь с колокольчиком, в описании к видео есть перечень розыгрышей, которые постоянно проходят на канале. В воскресенье будет розыгрыш первых Mi Band 4 на стриме, которых я разыграю 3 штуки. Стрим в 20:00 по Москве. Тема проста. Товары Midja для дома. Что юзаю и что стоит купить, по моему мнению. Следующий обзор будет на проводные уши. Спасибо, что смотрите. Девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.